И вот хочу, кстати, пользуясь случаем, поблагодарить Алексея за такой чудесный подарок. Значит, что это, как вы думаете? Это самый настоящий краеискатель. Значит, смысл его какой? Вот эта вот поверхность, которая прилегает к детали, вот когда мы ее ставим, она является серединой между вот этими двумя поверхностями. Поэтому принцип работы данного центроискателя какой? Поставили вот так вот, провернули шпиндель на 180 градусов, коснулись другого показания. И когда у нас показания на стрелке и РБшке будут одинаковые, вот как сейчас, вот, то тогда мы, значит, что мы вошли в вот эту вот поверхность. Здесь еще по-хорошему должен быть магнитик, но, в общем-то, даже и без магнитика им довольно удобно пользоваться. Значит, в эту сторону я уже зашел в координату, обнулил лимбы, в эту сторону надо переехать и обнулиться с индикатором сюда и сюда. В общем-то, и так находится центр. Значит, почему я это все сделаю сейчас? Потому что я поставил упор. Я хочу здесь два кармана круговых. Я как бы сделаю их сразу на двух деталях. Деталь симметричная. Вот. И почему я еще целюсь так сильно в координаты? Потому что я поставлю упор, и я потом от этого края уже могу все посверлить. То есть у меня привязаны будет система координат, и я тогда сразу 4 штуки посверлю. Поэтому я вот поставил, чтобы упиралась в первую деталь, а вторая пока просто выровненная. Вот. Ну а потом я ее буду по очереди сверлить пооперационно. Вот, значит, я просверлил диаметром 12 мм сверлом. И вот отверстие там должно быть смещенное на 5 мм. То есть, если бы я бы делал по одной детали, я бы даже просверлиться бы мне было проблематично. Сейчас я просверлюсь, расточу и потом смещением порастачиваю, поздвигаю. Получу ровный красивый карман. Вот, значит, расточил я сейчас смещенное отверстие. Оно сразу заходит в один и в другой кубик. И теперь я буду смещаться в эту сторону и сделаю вторую деталь. У меня на одной детали смещение на 5 мм, то есть я должен проехать 10 мм, 10 росточек сделать. Появится там, конечно, будет небольшая ступенька, но она с шагом 1 мм она будет практически незаметна. До конца. 500 оборотов. Подача 52, твердосплавный резец. Вот, значит, финишный проход. Стеночка, видите, какая красивая. Это смещение 1 мм по касательной, оно практически ничего не берет. Получается вот такой вот красивый продолговатый паз сразу на 2 детали. И снимаем пасочку. Пасочка вот такая вот равномерная со всех сторон. Но этим резцом мы можем вообще сделать еще, снять фаску с обратной стороны. Ну, сейчас попробуем. Так. Вот наш резец вышел. Проверю, ни за что он там не задевается. Включаем обороты. Ловим, где же у нас там высота. Вот, вроде попали. Выключаем. Выводим наш резец в свободную зону. Вот. И вот здесь вот изнутри тоже снял фаску. Одним резцом за 2 движения. В общем-то,
На этом обработка этого паза двойного на 2 деталях закончилась. Будем дальше по координатам сверлить. Ну и вот что получилось. Опять прижимы в действии. Очень удобно обрабатывать плоскости в размер всей заготовки. Так, значит, пофрезеровал плиту, с этой стороны расточил отверстие. Единственное, что еще я добавил, я изначально планировал вваривать вот этот вот стакан. А сейчас я так плотненько расточил, я его на локтайт посажу и здесь 2 винтиками просто от выпадения. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Вот. В общем-то, такая вот получилась деталь. С обратной стороны уже все обработано. Снимать. Так, по мелочи тут дорабатывать. Резьбы дорезать вот здесь вот. Заусенцы поснимать. Вот, и дальше будем двигаться. А, еще углы фаски, большие фаски надо будет сбивать. Об этом тоже покажу. Пару слов про закрепление. Значит, у меня стояло все на КМДшках 20 мм. Вот с этого края я ставил КМДшку на 1/100 больше. На 1/100 меньше, по-моему. Чем больше, чем меньше. В общем, на 1/100 разброс между 20 был. Почему это было связано? Потому что заготовка относительно стола стояла не совсем идеально. Вот. И сейчас, после того, когда я пофрезеровал, то есть я подобрал КМДшки, чтобы оно у меня не стукало. Вот. Я сейчас снимаю. Слышите, звук одинаковый абсолютно. То есть деталь не покрученная осталась. В общем-то, повезло. По-хорошему надо делать термообработку, шлифовать, шабрить. Я пока поставлю как есть, пришабрю немножко, конечно. Вот, но финишную потом сделаю попозже. Оно выстоится, его выкрутит, куда его захочет, а потом я разберу, еще раз пришабрю. Собственно, для этого я и сделал вот эти вот вещи съемные, чтобы удобнее было мне пришабривать. Вот. Так что пока на этом все. Сбиваем углы. Еще сделал с обратной стороны вот такое вот небольшое обнижение на полмиллиметра.
Полдня прошло недаром. Разрезал заготовку, пофрезеровал со всех сторон. Вот. Материал В95Б, хороший твердый дюраль. Сделал с этой стороны паз, торцы, отверстие насверлил, резьбы еще не резал. Вот. Вот так вот будет садиться вот эта вот пластинка, которая будет держать резечек, прижимать. Вот. Счастливый, но уставший, пойду домой. Сбиваю фаски. Элемент эстетики плюс облегчение, потому что головку как бы на руках таскать тоже то еще удовольствие. По режиму. Фреза 4 зуба 50 мм, 800 оборотов, подача 160. На чистовой проход оставляю полмиллиметра, черновые по миллиметру беру. Вначале вообще 1,5, когда там вот здесь вот вершинка берется. В общем-то получается вот такая вот поверхность. Местами у людей на направляющих хуже.